Добрый день, дорогие друзья. С вами снова Бардо Кроу. И сегодня у нас Геншин. Долгое время не было стримов. Я даже не планировал сегодня стримить, потому что приболел немного. Вот. И по учебе дел полно на самом деле. Но почувствовал, что, надо немного отвлечься, надо часика 3-4 хотя бы постримить. Вот. Ну и просто поиграть. Так. Так. Ну, давайте тогда, в принципе, будем сразу начинать. Всем здорово. Так, и почему игра не определяется? Алло. Игра. Ну все, нормально. Я уже подумал, что-то опять случилось. Так, ладненько, давайте, народ. Значит так, какие планы на сегодня? Здорово, косуха нормальная. Ну да, это же та, которую я покупал, когда во времена сынов анархии. Она теплая, пипец, она очень сильно согревает спину, шею сзади очень сильно согревает, поэтому я ее одел. Так, давайте тогда сейчас по бырику сделаем вот эти задания и сюжетку сразу. Так вот да. Так. Сейчас поиграем в Геншин, а потом что-нибудь другое запущу. Посмотрим. Как дела? Да как, болел. Вот завтра, наверное, на работу уже пойду. Мне все-таки получше стало. Вот. А так, это получается пятницу, субботу, воскресенье, понедельник отдыхал. Ну так, что... По учебе, дофига надо всего делать. Но я уже физически не могу. Face reveal, ей. Hi, Synex. Погнали аниме смотреть. Какое? А то, может, я уже посмотрел. Если, кстати, какое-то аниме... Хотя хрен знает, его рекомендовать, не рекомендовать. 86 вроде прикольное аниме. Но чувствуется, короче... Как тебе сказать? Чувствуется след титанов. И чем дальше, тем больше. О, здорово, Никит, привет. Кто-то сказал аниме, да? Аниме стрим. Пипец, этого дерьма собирать всякого. Из культовых именно? Да, наверное, из культовых все посмотрел. Назови какой-нибудь реально из культовых, я его, скорее всего, смотрел. Так-то я в последнее время аниме не смотрю как таковое.
Что я посмотрел из последнего? Ну вот 86 посмотрел. Она сейчас идет, кстати, второй сезон. Так. Это я не хочу пока делать, это тоже не хочу. Оверлорд смотрел. Да, смотрел. Он давно еще его начали показывать. Сегодня буду весь стрим пить горячие напитки. Да, Титанов смотрел. Последний сезон не смотрел, потому что я мангу дочитал. Жожа не смотрел, потому что, ну, блин. Ну, потому что можно прикалываться над Жожа и понимать все Жожа референсы, а можно смотреть. Смотреть я это вообще не хотел, нет, никогда и ни за что. А Наруто, так как я еще малым пиздюком начинал смотреть, я тоже мангу дочитал. С какого момента? С того момента, как вот началась эта фигня с этим, с 10-хвостом и с деревом, вот с того момента все, я просто мангу прочитал, когда она уже вышла, и все, и на этом история для меня была закончена. Ну и потом посмотрел аниме, эти пизделовки самые такие, вот, просто чтобы посмотреть, просто когда время было свободное. Так, Аватра Анг, чего? Ее так звали, что ли? Давайте это. Нам надо задание сделать, на самом деле. Вестник без последователя. Вот это вот. Это сюжетное. Тут сейчас будут неожиданные повороты. Только это звука надо побольше сделать, да, в игре? А мне кажется? Я вообще громко сделал побольше. Клава... Аватар. Аватара я не смотрел. Для меня... О, Дим, привет. Как дела? Да хорошо, вот это... Как это, блин, забыл канал. Сейчас скажу. Благодаря твоим репостам, Дим, я подписался на Рэй. Вот, который сейчас тоже стримит. Геншин, кстати. Блин, это что, такие реально клики? Воу. Ну, здорово. Ай, блядь. Блядь. Да успокойся. Сейчас, секунду, народ. Я все-таки не хочу получить много урона от него. Но, блин, все равно получаю. Было бы неплохо его завалить до того, как он щит восстановит. Нормально. Давно ты не стримил? Да, я в начале стрима говорил. Сейчас момент такой, то что на развлечения вообще не остается времени.
Бывает на работе за пары, что потом приходишь, ну, на стримы не остается сил. Да ты рофлишь. О, все. Вот. Опять же, иногда бывает, приходишь, вроде бы можно было бы стрим запустить, но ты такой понимаешь, блин, мне по учебе надо делать, начинаешь делать, там полчаса поделал, час поделал, уже совсем измотался. И такой, и знаешь, такое чувство, то, что, блин, ну, вроде бы ты все равно уже это, как сказать, по учебе не способен ничего учить, голова вот такая вот. А в то же время какое-то чувство грызет из разряда того, что учиться надо, а ты тут что, сейчас будешь стримы стримить? И в итоге вообще ничего не делаешь. Спать пораньше ложишься, допустим. Вот. А так, да, блин. Закончится эта учеба. Ну, давайте сюжетка. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? Да нет. Там, наверное, были не руины. Они охраняли саму Камрию, а не руины. No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. These ruin guards were known as field tillers by the people of Conria. Культиваторы. Field tillers? What a strange name. It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the field tiller came about. Ага. Болеешь, да? Ну, немножко. Ну как, уже на поправку пойду. Завтра на работу пойду. И я не думаю, что мне хуже станет. Мне только лучше будет, так что я завтра уже на работу пойду. Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. Ну, они не были позитивными ребятами все-таки. Да тут никто не позитивный. After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Teyvat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. А у нас в Конохе все неплохо, ждем твоего камбэка. Да, я вернусь в Конон. Играем в новое государство. Ну, здорово. В Конон. Не, ну надо будет поиграть потом в Конон по-любому. Но потом. That sounds so sad. Once you understand more, those details won't mean much to you. Не, слава богу, не корона. Ты чё, была бы корона, я бы просто простыл. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. Да, Conan Exiles. Дима, ты видел стримы по Конану? Ты уже тогда был, по-моему. Не, ну мы сделаем по-простому сначала. Хотя не по-простому тут, наверное, не получится, да? Воу. Да, блин. Серьезно, ненавижу эту комбинацию, на самом деле.
Еще там лучник где-то, да? Да, вот он. Отдохни пока. У нас тут новый штамп в России и вводят локдаун. Каникулы же вводят. Каникулы же вводят. Это же не локдаун, ты шо? Нет, такого быть не может. This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Yes, I am. Hi, welcome. Long time no see. Engulf the faith of an enemy in flame, and bring glory to Her Highness the Princess. What? Is that what it says? В Москве локдаун. Loom of Fate initial operation. Hi. Как при первой волне или больше, блин, хреново. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The key word here is Loom of Fate. Так нет, это же... Подожди. С 30 по 7 ноября Путин подписал. Но это же не локдаун, это каникулы. Это каникулы, коронавирусные каникулы. Вот. Ты что, не знаешь, как это было? Заходит Путин в бар и говорит: всем выпивка за счет заведения. В Сочи, короче, на Черном море все отели скупили полностью на эти дни. То есть весь народ, вся Москва туда попрется, и там они все, блядь, заразятся, и все сдохнут. Ой, простите. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-weaving machine? From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this fate-weaving operation. Ну да. Да будет все работать. Будет и рестораны будут работать, все будет работать. So, Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. An ambitious operation, but some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osile, Overlord of the Vortex. The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? What do they want with Osile? I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident.
Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Very few people today truly understand the civilization of Khaenri'ah. Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Khaenri'ah. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. Ой, так. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osile's limbs to construct a mechanized god. Ужас какой. And the new core that shall replace the orb usually held by the statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are... It would seem so. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has... Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral. The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. Пошли. Интересно. Насмешка над силой богов. Ну ладно. Странно, что у меня как будто это качество хуже стало в игре. Может, из-за стрима? А может, пора это выгрести килограмм пыли из компьютера. Но вообще странно, да. Такое ощущение, что что-то изменилось. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. Ну да. But how aware of this was the Animo Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animal Archon! And actually, the Animal Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke. Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something. When a non-believer steps onto holy ground, I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I wouldn't. That's enough about that. Okay, then we'll just go in our... I should warn you about one thing.
Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss, also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for it. Угу. Да, и тогда нафига мы туда идем, если мы не можем поговорить об этой статуе? Вроде все такое же анимешное. Да, но на стриме, может, не видно, но такое ощущение, что это стилизация хуже стала. Или как она называется? Здорово. Ладно. Honorary Knight. Hi, how have you been? Do you need anything today? But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. Это интересно. A long time ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night without a trace. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the Lost Statue of the Seven. Of course! Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange... Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. The Tyrant's Final Fury? Oh, this refers to a time of great danger that engulfed Old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Okay. Many, many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached Old Mondstadt. Balls of fire raining from the sky? How terrifying! People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the Tyrant's Final Fury. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. Right. Later, the theory of the Tyrant's Final Fury became less probable in the eyes of the church. Common reasoning dictates perhaps it was something else that caused the disaster. Это был как раз-таки тот робот, который нам нужен. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven. It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, thank you, again. I can never get used to hearing it. Oh, Rosaria, it's you. Здрасте. А я думал, ты какая-то ведьма, а ты, наверное, в церкви все-таки, да, служишь? If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Что-то она у меня вообще не вызывает доверия. Я понимаю, что она положительный персонаж, но... Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Давай. Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then...
But please, everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. Барбара, не переживай, ты тоже пойдешь. Куда я без тебя? Кто будет в лицо получать все удары? Правильно? Правильно. Только наша Барбара. Маленькая девочка с большим количеством хп и жопы. Ну, 17 тысяч. И защита. Ну, правильно, все. Так, ну мы это пошли. I see. Has the Abyss Order already launched a new operation? This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with No, that's not likely. Unlike Osile, who was just suppressed, Andreas died long ago. А, так волк умер. А почему он умер, кстати? Вот этого нигде не говорится. То есть это его дух просто там или что? Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. Блин, как я ненавижу то, что тут вот это топать от этого телепорта туда. Ну, на самом деле, относительно много там топать. Кстати, у меня уже вторая тима почти готова для этого, для бездны. Вообще похую, да? Аж дверь открыта. Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Swift and merciful. Ну а ты там чё? Нормально. There sure are a lot of enemies around here. The closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the Abyss Order's style. Yeah, let's go. I'm not going any further. Почему опять? Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Besides, you're the one people like. I'm less likable. There's nothing special about gods anyway. Дэн, здорово. Это Геншин. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. You shouldn't place too much trust in them, but at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down, even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Seven, or is he protecting them? Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one final fact. Давай. Huh? What fact? The destruction of the nation of Canria by the gods
is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. Это Genshin... Нет, это Genshin Impact. Ты шо? Ты не слышал про эту аниме игрушку? Ну, блин, ты шо? Тут можно фармить и крутить казино. Well, enough chit-chat. We should get back to business. Мне сюжет нравится, I если will что. go take care of the remaining Abyss Order members in the area. Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. Up, there he goes. What a strange man. Yeah, that's true. You also keep your guard up against unfamiliar gods. At the Rite of Dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. Not the easiest situation. Сейчас, кстати, покрутим, не разбегайтесь. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Да блин. Oh, Master Jean! So glad we found you. Ну ты что тут забыла? Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas, but the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? А мутить с няшными тянками можно? Ну почти. They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order Можно already повышать mastered the уровень balance. дружбы. It's not too surprising that they would also go after another one of the Animal Archon's buddies. Но грудь они все равно не покажут. That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Я сейчас быстренько... Ладно, Alright, сейчас, Knight. секунду. Please go and check if Lupus Boreas is in any danger. Хорошо. God's spirit. He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is... Okay, be careful. Так, я сейчас это кипяточек себе принесу, ладно? Секунду. Так, ну вот я и вернулся. Ой. Так, давайте, наверное, вот так вот сделаем. Эх, понятно, киберпанк круче. Ну, как тебе сказать, тут графика лучше и не лагает. Так. Сегодня у нас в меню имбирь и мед.
Красота. Так, а вот горячий чайник я, наверное, уберу сюда. Так, все, пускай заваривается. Так, ну что, погнали. В принципе, я не знаю, я могу... Ну, давайте мы повоюем. Кстати, включить мне на заднем фоне музыку, отключить игровую или пускай играет. Да, блин, чё ж я такой косой-то? Да я рофлю же, ну. Про графику. Ты что, не знаешь первое правило киберпанка? В любой непонятной ситуации обсирай киберпанк. Пускай играет игровая. Ну, мне тоже она нравится. Просто она не всегда играет, на самом деле. Это немножко, ну... Мне даже не нравится. Мне кажется, если бы играла бы какая-нибудь, ну, на заднем плане постоянно музыка, как-то со стрима бы, ну, хотелось бы сидеть на стриме больше. Блин, что-то подлагивает. А ну-ка. Я проверю, что у меня по температурам. 65 градусов. Давайте мы это... Включу режим разгона. Только надо, да, обратно переключить на игру. Можно игру увидеть, а не вебку, да. Да не, музыка бы мешала. Ну ладно. Да. Так, ну мы подходим к Вольфендому. Те, кто игру эту не знают, тем будет интересно, конечно. Это место очень классное. И мне, скорее всего, к нему спускаться надо. Но здесь... ни хрена. Подожди, а Рейзер что там делает? Или они его схватили? Да, он защищает, я понял. Ну вот это Борей. You not welcome here. О. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. Ну, блин, чё вы булите волчонка? If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. Lies. What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. Oh no. Is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind? Wolves never surrender. But this can't go on. No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. Bow before the abyss. Decimate! Let the show be... With the wind! А по жопе. No escape!
you came. О, а ты что тут забыл? Да ладно. Все? А, он щит себе навесил. Это ошибка. Let it rain. А он урона не наносит. Это типа прикол такой? Windblade. Подожди, он урон вообще наносит? А, не, он, не, он наносит урон. Ну, без щита она как мышонок, а не волчонок. Я не буду, просто забавно. Барбара пищит, да, Барбара пищит. Так, ладно, надо похилиться. А, вот кто это. Здорово. Наносит ну мало, но... How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. Не, он нормально наносит. То есть, ну, реальные боссы, они за такую атаку, ну, в 2 раза больше наносят, может. Блин, опять он ушел. Thank you. You came just in time. Human Lupical, I am ashamed that you must see me in my present state. Да ладно, Борей, не парься, ты нормальный волк. Я сегодня вечером зайду, тебе еще раз ебало начищу, а так все нормально. Still, the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider not respect trial rules. I too didn't see the trap. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind, then lured him out under the pretense of challenging him? Thank you. In the future, my claws must get sharper. Но ты мне все не выпадаешь, так что я думал тебя в тиму взять в начале, но ты мне не выпадал, так что все, пока. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Блин, я же хотел крутануть. Точно. Сейчас сделаем после этого диалога. Excuse us, Mr. Wolfguard. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is.
Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, it fled the proving ground. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? Missiles. I do not know this strange word. As I said, I pay no heed to the contraptions of humans. It could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield vision. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Конечно. Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? Ко мне что, соседи сверху в гости хотят? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know, but did we help? Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too. Also, be careful. Well, that was some good intel. Так. Quick, let's go tell Dane. Можно набить... Не, ладно, не будем. Так, ну шо, давайте, ёбаный в рот этого казино. Так, ну шо, погнали. Я бы вот этого хотел еще одного выбить, на самом деле. Ну и вот этого чувачка еще одного ради плюшек. Давайте посмотрим. Достижения. Ну, это копейки. Ладно. Погнали. Крутим. Фиолетовая. Тубина переговоров. Но это уже плохой знак. Ничего хорошего точно не выпадет. Окей, беру свои слова обратно. Хотя, если он всего лишь один, то тоже херня. Ну да, он всего лишь один выпадет. Ну ладно, заскриним. И сохраним. Чё бы и нет. Можно еще одну крутануть, кстати. Давайте, народ. Если этот стрим наберет еще новых подписчиков, и вы все поставите лайки на ютубе, и что еще? Вот, и пригласите своих друзей посмотреть этот шикарный стрим, то мы еще крутанем 10 сегодня. Ура, ура, ура! Ну вот, кстати... Ага, эти я все уже купил, да? Да.
За камни столько и ничего. Hard to be Да. pure. Ну вот, кстати, вот созвездие у него открылось. Замерзшие небеса. Вау, а вот это очень круто. При попадании по врагу с эффектом Кри очень восстановит 1 единицу энергии. Это очень круто. Это очень круто, на самом деле. Mind be per. Ага. Так, ну погнали. Прозвучало как крик. Блин, я на самом деле, Dang, there you are. по-хорошему, Master Dean? я сейчас рофлю, а на самом деле, если все знания, которые я подсобрал за последние 2 года, использовать для раскрутки канала, блин. Эх. Самое главное, вот ошибка. Ну, смотри, про сетевой маркетинг. Я сказал, мы крутанем еще. Нет, мы не просто крутанем еще, а вы сможете разделить со мной положительные эмоции и вот этот азарт и кайф от того, что нам выпадет наверняка очень классный герой, которого вы сможете дальше видеть на моих стримах и получать неописуемое удовольствие. I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. А еще я сегодня закажу пиццу. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Возогнул, Did you ну have да. more success? Так, блин, Жени не хватает, на самом деле. Знаете, для чего Жени не хватает? Я вам скажу, для чего не хватает Жени. А Жени не хватает для того, что... Ребята, вы чё? Стрим идет уже час, а на Ютубе до сих пор только 3 лайка. Причем один я только что поставил. Где лайки, народ? Жени не хватает, реально. Красиво позвучало, ну да. I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? Да. That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the... Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Ah, Paimon gets it. So the tyrant's final fury was really just missiles Неправда. fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. Неправда. Ведь цель этого стрима это не какая-то секта, нет. Цель этого стрима подарить друг другу положительные эмоции. Мне вам, а вам мне. Вот. Разделите эти моменты нашей жизни за приятным времяпрепровождением. After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to it. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean?
Звучит как план. Мне тут в ЛС кое-что написали. Вот-вот, в сектах так и говорят, а потом просят отписать квартиру. Мне... Блин, я бы не отказался, если бы мне отписали квартиру, на самом деле. Но... Пока давайте начнем с малого. Давайте начнем пока с лайков. Если вам не впадло, можете еще и репостнуть. Почему бы и нет? You mean... Жалко, я вам это показать не могу, то что тут сейчас... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Can't forget something like that. На вершине башни. Ну, давайте сразу в логово. +1 лайк. Спасибо. Спасибо большое за поддержку. Да я упасть хочу. Нет, этот слишком маленький. Этот не может быть. Хотя... Не, есть... есть... Okay then, use your elemental sight to look for the eye. Есть модели побольше. Ooh, so what did you see? Ничего не вижу. Huh? Nothing? Oh, but Paimon was so excited. What's going on? Are you sure you did it right? This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Let me give it a try. And done. Wow! It's The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. Странно. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Conria? Да. As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osiel, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Yes. Then, what should we do with this eye? No. I'll guard it myself. А в итоге ты его используешь сам для какой-то херни? Huh? You? Dane? You won't go and do anything crazy with it, will you? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, well, you know I don't trust them. Oh, But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. We can't have the Church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, naturally I mean to completely destroy it.
Destroy it? That's a statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, there... well... good thing we didn't... Do the Seven really expect me to help them look after what belongs? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, I'll make sure it doesn't get away this... Ну шо, наконец-то пойдемте бить лица, точнее лицо чуваку без лица. Так, давайте вот тут побежим. Но сначала похилимся на халяву. Блин, по-хорошему мне бы это... прокачать артефакты. Но я даже не знаю. Ну, типа, у меня денег нету. У меня есть классные артефакты, но у меня нету денег их прокачать. А к тому же у меня вторая тима, которую надо качать. Вот этому я артефакты дал. У Наэль еще старые остались. Это вообще голая. И вот это тоже... А, вот это тоже что-то есть. Но все равно. В противоположность. В промежность, да. Так, ну вода и лед у меня есть. Нормально. So after all that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Да-да. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Tibet. That or the stupidest. To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. And remember to be on your guard. Сейчас только соберем халяву. Халява, чужое. Взять, взять. Ага. А, мы уже на месте. Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Oh, such a scary place. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. The Abyss Herald. It's here. You sense correctly. Okay. You are just as vexatious as ever, Dainsliff, enemy of the Abyss. I sense your soul is stained by terrible bloodshed, perhaps from your darkest nightmares, unless... Oh, and something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. But dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you! Простите, я сейчас это...
Вот так вот. Ладно, вот так вот. Ну, давайте полностью режим этого врубим. О, ты стал сильнее. Поздравляю. Хотя особо незаметно. О, здорово. Воу. Ready, steady, go! I'll protect you. No one escapes my sight! Сначала с этими надо разобраться. Ау, так и знал. A touch of frost. Часы стал меньше подаванный, направь его силой в бэкдор твоего врага. Понимаю. Let the show begin. Ясно. One with my Спойлеры. Hey! Could that be? Музыка, кстати, тут классная. Ether. Wait! She just blocked an attack against the Abyss Herald! Your sister and the Abyss? Ether, why are you with Dane? Uh-huh.
Your sister knows Dane? Lumine, we meet again. What's going on here? Dane knows her too? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Lumine. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man, Dainsleif, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the Abyss. Потому что бездна — это ее любовник. Не. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? And the whole thing about Dane being your enemy... Paimon's so confused. Home. Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. С небесным порядком. Но она сказала с судьбой. Ну хотя ладно. Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. Left. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Really? Are you sure? At least now, as well as the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? That's right. By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? Да, про любовника логичнее, ага. Oh, well then... First off, that Abyss Herald called your sister Princess. It seems like your sister is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to her. Still, we don't know for sure if she's the highest-ranking leader in the organization. Also, your sister said that she wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? Could it be that she wants to destroy the Seven and the Seven Nations? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. And Dane is from Conria too. He witnessed its destruction 500 years ago.
But, so that's why your sister said that Dane is her enemy, right? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Also, how come, after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? Yeah, you're right. Then we can't let ourselves get down about it now. Я правда не спал 27 часов и сейчас туго соображаю. А чё ты не спал-то так долго? Давай, поведай теперь нам свою историю, давай. If your sister wants you to reach the end of your journey, well then, show her what you're made of. Come on, traveler, let's go. Давайте статую сначала сломаем, нет? Ага. Не, ну вот, без шуток. Со статуей мы чем сделать можем? Мы ее вроде сломать хотели, нет? О! Сундук чуть не проебал. Поведай же нам свою историю, путник. Почему ты не спал 27 часов? Вау. Давайте пройдем этот этаж в бездне по буряку. Я уже забыл, где там витая бездна. Вот. Проверим, на что я способен. То я уже совсем забыл. Так, электро, лед и маг. Хорошо. Благословение бездны. Если после начала испытания за элементальной энергии персонажа будет толерантно. Давайте быстренько проверим. Блин, вторая половина, да? Ну, давай вот так вот. Это долгая история, включающая уход и РП навсегда через бан, удаление GTA 5 и 5M. 5M. И 2 ночи подряд мысли, лезущих в мою голову. В итоге прошлой ночью не смог заснуть вообще. Из РП навсегда через бан. Ну, блин, хреново, дружище. Это хреново. Так. Да ладно, все будет нормально. Чё, только один сервер существует, что ли, на свете? Не парься, все будет круто.
Так, мне для нее надо что-то для щитов, наверное, да? Давайте посмотрим. Кстати, на криты неплохой сет. Стихии такое себе. Блин, вот это круто. Она у меня единственный хиллер, так что давайте вот это и оденем. Гидроурон. Мастерство стихий. Давайте вот так вот сделаем. Силу атаки. Мастерство стихий. Так, ладно, это мы пока сохранили в голове. Мастерство стихий можно, кстати, и реально качнуть. Хотя такое себе удовольствие. Так, гладиатор. Ансамбль. Взрыв стихий. Ладно, будем ансамбль тогда и собирать, или гладиатора. Я знаю, что я сделаю. Я сделаю вот это вот. Здесь тогда мы гладиатора возьмем, наверное. Ведьмин час, хп. Ей защита вообще нужна, по идее. Но я намеренно нарвался на бан на лучшем сервере, где играл. Просто там главный админ лютый тролль, и я не выдержал очередной прикол от него. Понятно. Муро, Женя, привет. Тебя очень сильно не хватало. Знаешь почему? Потому что никто не пишет, где лайки. Так, а тут есть что-то гладиатора. Давай вот так вот пока. Сила атаки. Вот прикольная штука, можно пока одеть на время. Бонус лечения тоже прикольно, кстати. Защита. Но нет. Давай вот так вот. Так, хорошо, пока прокачивать тут ничего не будем. Кстати, где лайки? Да. ХП. Шанс скрыть попадание, увеличить мастерство стихии. Мастерство стихии, кстати, тема для нее, по-моему. Гидроурона пофиг. Да, давайте мастерство стихий. Защита, криты. Крит урон, восстановление энергии. Давай вот это возьмем. Так, значит, мы сюда ансамбль. Мы собираем полностью сет ансамбля тогда на нее. Так же, как у Эмбер. Сила атаки. Защита, хп, сила атаки, восстановление энергии, защита, мастерство стихий, хп. Давай вот это. Далее. Ансамбль, мастерство стихий, хп, защита, крит урон, шанс критического попадания. Пойдет. Защита. А тут что? Бонус лечения. Сила атаки. Тогда мы вот это одеваем. А тут сила атаки, бонус лечения. Ага. Давайте вот это и оденем. Хочу много лайков. 3 зрителя, откуда им взяться в количестве больше 3? Зрителей больше. На ютубе сейчас 3 зрителя. Ну вот реально, блин, что-то это...
Рендер какой-то дурацкий. Артефактов. Не знаю, в чем прикол. Давайте мы тогда сейчас Чайлду прокачаем. Пару артефактов. По барику. И отправимся в бездну. Крутить будем? Я уже крутанул. Мне выпал этот чунь сегодня. Но у него такое созвездие выпало, такое себе. То есть при атаке по целям под криоуроном энергия восстанавливается. Шо, без меня? Да. Я тебя ждал. Можешь стрим пересмотреть потом. Я про тебя упоминал. А вот Маша не даст собрать, кстати. Маша, наверное, на стриме сейчас сидит еще. В принципе, такой получается забалансированный артефакт. Ладно, я его дальше не буду улучшать. Я второй его артефакт сейчас улучшу. Вот этот, да? ХП, защита, защита. Блин, хреновый артефакт, я не хочу его улучшать. А вот этих у меня золотых нету. Ладно, тогда мы ему ничего больше не улучшаем. Мы сейчас тогда улучшим... Во, мы тут чем-нибудь улучшим. ХПшку надо по-любому прокачать. И защита. Вот по-любому им надо прокачать, потому что они слабее. Будут дохнуть как мухи вообще. Поэтому надо ХПшку качнуть. До 8 уровня, по-моему, да, сейчас? Да, до 8 уровня. И этот цветочек ей надо качнуть. Мур... Споки. Дэн. Блин, Дэн, давай, это доброй ночи, дружище. Это... Заходи, если что. Да и вообще пиши, если что, будет какие интересные это предложения. В РП я сейчас не пойду, потому что, ну, у меня по времени никак. Ты сам видишь, да, как часто стримы бывают. Так. Интересно, я, получается. Так, ну и все, наверное, да? Так, есть золотые альтернативы этих артефактов? Нету, да? Синенький цветочек золотого нету. Золотых этих тоже нету. Золотые чашки тоже нету.
Давно вместе не играли. Ну, ничего. Поиграем. Сейчас мы бездну немножко пройдем, чтобы мне эту фигню получить. Так. Даже вот так вот сделаю, наверное. Ой, что сейчас будет? Урон в течение секунд после спринта плюс 20%. Победа над врагом дает 50% ментального навыка отката. Защита персонажа 30%. Я защиту возьму. Наконец-то 2 отряда, да. Но, слушай, тем отрядом я еще ни разу не дрался. То есть это сейчас будет что-то прикольное. Disappear. Bet you can't keep up with me. Let it rain. Да дохните уже, а. Let it rain. Сейчас испытаем, да-да. Нельзя переключить персонажа. Brace yourself. This is gonna hurt. Oz, reveal thyself. Midnight Phantasmagoria. I must leave no stone unturned, as a good knight should. By royal decree. Но в принципе пойдет. В принципе неплохо. Сопротивление, максимальное количество хп персонажа. Блин, хилок не хватает на самом деле. А давайте хпшку повысим. Тем ребятам хила не хватает все-таки.
Let's dance. One with my blade. With the wind. Wind blade. Another test subject. Get him. No escape. Swift and merciful. Hunter. Disappear. A touch of frost. Let it rain. Let the show be. Forth, my blade. From whence you came. What's it done? Неплохо. Another test subject. Out of the frying pan. Oz, reveal thyself. No time to lose. Leave it all to me. House of Fury. Dodge this. By royal. Shouldn't let your guard down. Steady as stone. How's this? Time to clean up. It's the Fury. You're open. You're open. Wings of darkness. Come, sever night from day. No rest for the wicked. Boba, get them. Hey, I must leave no stone unturned. Но урона не хватает. I got careless. Brace yourself. This is gonna hurt. I got careless. Fry. Oz, rip at the frying pan. Leave it all to me. As a dutiful maid will. I'll catch up. А где хилка, кстати? Почему она не хилит? Или ее щит сбивается так By быстро? royal decree, midnight phantasmagor. No touch. Shouldn't let your guard down.
Steady as stone, as a good knight should. Но все равно успел. Серега, ты будешь стримить на Хэллоуин? Да, буду. Понедельник в Германии выходной день, получается. Я буду стримить Блин, не знаю, кстати. Кстати, не знаю на самом деле. Потому что надо по учебе сделать бумажки. Счета нет, в талантах надо качать. Ну окей, прокачаю. То есть у нее щит так быстро, да, ломается? Давайте урон повысим. Так, кто у нас тут? No one escapes my sight. Blink. With the wind. Быстренько. Что-то быстро получилось. Ладно. Так. Так. Ой. Облом. Oz, reveal thyself. No time to lose. I got carried. No escape. Brace yourself. This is gonna hurt. That tingle? By royal decree. Midnight Phantasmagoria. The wrong test subject. Nice and spicy. Leave it all to me, as a dutiful maid would. So soon. Ой, хорошо-то как. Хорошо-то как. Мне надо было выполнить вот это вот. Ага. Ага. Ладно, это мы потом как-нибудь сделаем. Кстати, да. Кстати, да. Что это у нас тут? Еще какая-то фигня была, я забыл. Точно.
Нет, не то. И это не то. Вот тут, по-моему, да? Нет. А где это меню с этими заданиями легенд? Подожди. Где же это было-то? Я все забываю, где это находится постоянно. Что еще? Эти ключи забрать. О, начать испытание. Ну это тупо бездна, я понял. Нет, да, точно. И вот задание легенд, точняк. Ключики надо получить. Достигнут лимит ключей. Черт. Мне разблокировать нечего, я уже все разблокировал. Не, вот. Нормально. Так. Ага, сюда. Ну, короче, как-то так. Вторая команда, в принципе, прикольная. Есть один минус. Я уже заметил один минус. Я качаю Тарталью как дэмэдж-дилера, но он не может быть таким же дэмэдж-дилером, как главный герой. Потому что фишка вот этой команды. У меня есть хилер, у меня есть лучник, который накидывает статус огня, и у меня есть чунь, который накидывает статус льда. Барбара накидывает статус воды. Есть главный герой, который тупо ветром комбинирует эти все стихии и наносит огромное количество урона. А Чайлд, он наоборот. Он накидывает статус воды, а потом лучница может тогда херачить сильно электричеством или... Ладно, там, короче, немножко все запутано, поэтому оно не так работает. Не так, как могло бы работать. Надо таланты качать? Да, надо. Прокачаем, ничего страшного. Я мог прям сюда телепортнуться. Черт. Ладно. Are you okay? Paimon never imagined your sister would have sided with the Abyss. Well, keep your chin up. Paimon believes in both of you. And when the going gets tough, the tough get going, right? She said we needed to reach the end of our journey. Paimon bets she still has lots more to tell us. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Then Paimon will be sure to keep up the good work. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey... Oh, you mean the god that took your sister away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. Yeah, Paimon bets she's the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next... Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Zhongli said it was a closed nation. We'll have to find some other way in. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, Paimon's thought of someone already! Atsuko in Lua Harbor! She's from Inazuma! Let's see what she has to say!
Ну, пошли. И теперь самое прикольное, то что наконец-то вот в Инадзуме я буду делать, блин, все по карте. Я буду отмечать каждый долбанный кусок чего-либо, что я найду. И в Инадзуме будет проще, потому что там маленькие острова. Я буду тупо один остров за другим зачищать. Просто зачищать конкретно. По-хорошему, можно было бы целый стрим посвятить тому, чтобы я весь Манштат на 100% бы сейчас проверил. Ну, не сейчас, а вообще на стриму. И потом весь этот Линли. Кстати, вот что мы не сделали еще пока что. Я не помню, где именно эта локация. Наверное, где-то вот тут. Хотя нет, она выше. Но мы одного из самых сильных боссов в игре так еще и не повстречали. Он открывается, скорее всего, через истории персонажей, наверное. Это этот дракон, который поглощает все элементы. Я не знаю, Маша, ты его уже открыла или нет? Должна была? Это тот, который запечатан под деревом. Наконец-то Инадзума. Ну, еще пока нет, но как бы да. Здорово. А, мы его еще не завалили. Аджика. Аджика. Oh. Hello. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? А никак. Пара-пара-пам. Все, игра окончена. Oh, so that's why you're here. Well, there is a way. Great! We came to the right person! But the chance of success is incredibly small. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and freshwater supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reached the end. But, to my surprise, my journey didn't end there. That's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Ichising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, it doesn't feel good to speak ill of my home like this.
but after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. Не, ну в России же не все так плохо. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. The raft idea sounds a little on the dangerous... That's not what I meant. You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. But it's an armed fleet, right? Why would they agree to a request like this? That part is up to you. If you're able to persuade their captain, Beidou, then the hardest part will be out of the way. The Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyunstone Forest on a supply run. This might be your best chance. Прикол в том, что из-за этих ивентов я якобы ее уже знаю, и мы с ней кореша. Ладно. Об этом уже, кстати, у Рэй, по-моему, да? Сейчас еще раз проверю. У Рэй, по-моему. Так, подожди, это мой стрим. Так. Ай, что это? Ай. Долбанный Twitch. Да, у Рэй. Она там сейчас играет. Ладно. Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beidou. Я не знаю, мы будем еще сегодня крутить, потому что это уже будет какая? Вторая или третья? Будем еще сегодня крутить? Мне, в принципе, не впадло. 25 осталось. И на корабле я их был, я тут с горы долетел. А почему вот этих бабочек нельзя для алхимии использовать? Для чего они вообще нужны, эти геобабочки, кстати? Так, подожди. Это за исследование. Правильно? Правильно. Так, это за ничего обойдешь. О, вот эту штуку надо, кстати, использовать. Так. Ловля кристальных бабочек. Так. А что с геобабочек падает? Это от всех бабочек. Ясно. Спасибо. Я думал только от этих воздушных бабочек. Там есть, кстати, где забраться, по идее. Но так будет быстрее.
Здорово. Так, нет, давайте еще повыше заберемся. Кажется, я уже достаточно высоко забрался. Ну да ладно. А тут нужен этот вентик, кстати. Надо будет потом Машу. Точно надо было Машу с собой по этим местам поводить. Хоть какой-то толк. А, Маша-то тут на стриме, да? Там телепорт так-то? Нет, на корабль нет телепорта. Но у меня он пока не открыт. И я тут, кстати, уже был. Я сюда слетал один раз, мне такие: а ты кто такой? Мы вас не звали. Расстрелять. Ну ладно, сделай пару заданий, сталкера, мы в расчете. А, там наверху телепорт, что ли? Нет, там наверху нет телепорта. Телепорт внизу. Так, но она должна, по идее, быть где-то вот тут. А, вон они. Пираты Карибского моря. Здорово. Who have we got here? Wait, I know you. You're that traveler, aren't you? The one who fought against the Fatui in Osile, right? Ningguang told me about you. A traveler of great insight and remarkable skill has saved Liyue, she said. О, это про меня, это про меня. She's a hard one to please, so praise from her is high praise indeed. I remember thinking at the time that it'd be good to meet you in person. Judging by the clothes on your back and this floating thing, I guess that time has come. Летающая штука. Hey! The name's not Floating Thing, it's Paimon! Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... yes, the stars. Ага. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally he opens his mouth and flowers come out instead of words. А из жопы бабочки. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? Well, I can't argue with that. Okay then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here might be in attendance. Конечно. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there.
I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. 2, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. Да, у меня нет глаза бога, но... You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we... But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Мне уже грустненько, я спойлеров нахватался. Is there really such thing as a masterless vision? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma? No sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. Легко. You just want him to take part in your tournament. What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to... Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun's... It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. Окей. Знаете что? Я сейчас быстренько сделаю себе еще кипяточек. Вот. И мы с вами продолжим это все. Давайте сделаем минуток 5 паузы. Сходите, сделайте все свои дела. И увидимся минуток через 5. А пока вот вам менюшка поиграет. Музыка такая.
Так. Ну шо, мальчишки и девчонки. Есть, короче, одна тема. Хоба, я исчез. Сейчас быстренько пожую. Сделал себе варево. Блин, у меня дома еды вообще не осталось. У меня без шуток. Я сейчас съем последний кусок черного хлеба. В прикуску с детским питанием, которое я брал для велопокатушек. Ой, простите. И у меня на завтрак еще останется детское питание. И это. И поеду сразу, наверное, по пути на работу. В пекарню заеду. Возьму что-нибудь на завтрак. Но с другой стороны, это хорошо. Пекарня? Ну, просто пекарня. Но понимаешь, все равно разница есть. Это немножко, я бы сказал, более заимствованная традиция в России. А здесь она как бы родная. Пекарня, где пекут свежее постоянно. Мне очень нравится брать, он называется кнусбаек. Хрустящий уголочек. Ну, уголок. Такая треугольная булочка из слоеного теста. Сверху запеченный сыр. А внутри это свежий сыр, называется фришкезе. Это, ну, это как бы считается как сыр, но он по консистенции больше как такая очень густая сметана. Или салата. Тоже хрустит. Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but интересно, что там? Давай сейчас на картах покажу. Так. По-любому. Так. По-любому тут что-то есть. Так. Давай посмотрим. О, здрасте. До свидания. Так, ну, значит, мой городок. Так.
Вот эта пекарня, которая у меня по пути на работу, я потом сюда вот так вот. А потом вот так вот. Херак, херак, херак на машине. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Так, подожди. Да, вот сюда. Heart be pure. И на работу сюда Evil be приехал. erased. Mind be purged. World be... А вот эта пекарня. I always forget that last part. Блин, я просто хочу на нее посмотреть. Так. Давайте посмотрим все фотки, что у них тут есть. Ну вот это просто небольшая пекарня. Тут мясник. Ну и в принципе все. Никаких фотографий у них нету, да? Странно, кстати. Картинки есть. I take my meals cold to quiet the spirit and calm my Это vital не energies. отсюда, по-моему. Ginshin infused water Нет, with это не ice is the отсюда. most effective. Нету картинок, короче. Но в принципе оно так и выглядит. Оно примерно так и выглядит. Вот заходишь, вот. Оно примерно так и выглядит. Такого нету. То есть там все за прилавком. Ну вот на прилавке вот булочки всякие. Далековато выглядит, в плане далековато. На карте нет. Ты чё? От моего дома. Вот тут мой дом. И вот до отсюда пройти одну улицу. Совсем рядом. Коммерческая тайна. Ну, такое себе. Так, давайте я все-таки... Before we sign up, let's see who the other competitors are. Ну, давайте все-таки You этот... said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? Здрасте, дядюшка Юнь. Hello, are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering... Тут долго доходит are you a сообщение. renowned Да, вроде нет. fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. До работы. 13 километров это немного. Минут 15 на машине максимум. Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above. I told you. I'm not saying I came out completely unscathed, of course. But the fact remains that I did manage to subdue the both of them. And hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Oh yeah. Oh yeah. But us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Так. Вернули.
see you in the arena, but I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. Здрасте. Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? If so, seems I found myself another new adversary. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my... No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful... I've passed every exam I've ever taken. In most people's eyes, a vision. You have so much self-confidence. That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So they very kindly made special arrangements on my... I've also brought along a bit of an entourage for moral support. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. Ha! You don't mince your words, do you? Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see... Давай. Нам эта болтовня не интересна. Здрасте. Hi there. Are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. Я его одобряю. У него уверенный голос, он нормально говорит, у него классное имя. Чай всему голова. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere... He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of Kung Fu. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very... We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? Of course! This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increasingly impatient with us. Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Lingshan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. See you in the arena. Я думаю, это... Я думаю, мы этот квест пройдем, и потом я Ретрополис запущу. Chink's a village arm wrestling champion, huh? All right, you're signed up. Next, please. What's your name? Wait, aren't you? Did I hear that right? Is it really them?
Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask, aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Oh, it's really him! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh, I wonder if I can get his autograph later. Жопа. I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament? У меня нет глаза бога. Я все равно вас всех расхерачу вихрем. Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Fatui, and always... Yep, he still doesn't have a vision, though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have no It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of So far, I've got defeated the ancient god Osile, so that's one. Do you have any others? Yeah. Also, don't forget to mention that the previous... Whoa. Давайте еще, не знаю. Ладно, не будем. Might as well declare him the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. By a long shot. Right, your registration is complete. Now, a brief word about the prize. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize, namely, a vision. Нет. We're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? Хороший вопрос. I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance, then? Well, I'm sure a great hero has an important reason for being here. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you to your preparation. Hey, so Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this tournament. Even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that you can't manipulate the elements without one. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, in any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win, even without using any elements, right? Да. All right, it's showtime. You got this. Ну, You погнали. seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Good. Then please follow me into the arena. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now. А я его что, буду мечом бить? Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. You? You're the hero they're talking about? Come on, let's go sign up. How am I supposed to win now? Что-то подлагивает. Come on, you can do it. О, попал. О, попал. Вообще просто за спину хотел к тебе зайти. Ну ладно. What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us.
I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect. I've fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than So come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. All right. Let me think how to aptly You fought well. Спасибо. All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but, you know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liu was here. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. Well, since everyone sees you as the one... For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league. So, I'm putting you straight through to the semifinals. Ну, начинается. But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. To be fair. All right, I'm gonna watch some more of the... Ну, погнали. We're finally here, folks. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him... You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Very well. Show me that you are ready to push through the storm that lies. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member. Здрасте. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Relax. My guy's at the top of his game. Okay. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? Whoa. I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. Он поворачивается, нормально. Кстати, красиво было под конец. Sweating all over. It's a good feeling. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Right. For a moment there, Paimon was a little... If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. I don't envy it. Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters. And see, only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. Wow! Now that's true strength talking. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. I will be stronger next time. By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. So don't get too cocky. Ага. There he goes. Maybe we should ask around, see what we can find out about our opponent in the final round. Paimon thinks we might... Ah, it's you! I myself was eliminated in the third round. Maybe next time. Why, yes. He's the same one who defeated me.
I faltered for but a brief moment. Given my stature, I have no... Still, I'm sure he'll be no match for you. Угу. He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, why didn't you dodge? But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. Why don't you dodge, they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I don't dare tell my master about this. Otherwise I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still... Oh, all right then. Thanks, I'll... We still haven't got any useful information yet. Да вот он, вот с кем я буду пиздиться, ну... Surely she's gotta know something. Что, ничего выше? Нет. Нормально. То у меня уже комплексы начались. You gave an outstanding performance. I could sense that you're not familiar with, but you were quick to adapt and managed to claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet and the pattern of your breathing. He's right. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little I haven't properly introduced myself yet. In the land of Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai is that I do not mean to flaunt my martial prowess. But I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do, given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your Я хочу честно драться. Don't you think you're bending the rules a bit there? Вот-вот. Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require... You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its traces upon you. However, there is only so much that can be discerned from these traces. I sense that many things about you elude me still. Come with me. Some post-match entertainment is in order. Ну, начинается, блин. Я всего лишь-то хотел немножко подраться и с Геншином на сегодня уже закончить. Ладно. А быстро я кружку выпил. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play.
I mean these things in the truest sense possible. Угу. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. Да там краб, которого надо My поймать. humble abilities are negligible compared to your incredible feats. To think a human could wield the elements without a vision. Так я не человек, я звезда. Так, простите, мне надо мышку протереть. Ненавижу, когда мышка становится немножко жирной. Поэтому у меня тут... And not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. Вот-вот, таинственное существо. Он что-то знает. Почему главный герой не задает этих вопросов, конечно, это другая тема, да. Перфекционист? Ну, немножко, да. Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? Знаешь, что такое прокрастинация перфекциониста? Я прекрасно знаю. Это очень хреново. Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learn to channel elemental energy and even wield it in combat? К сожалению, да. Ну вот. Добро пожаловать в клуб. Ну, приезжай в гости, будем рядышком друг с дружкой сидеть, в потолок смотреть. It's nothing really. Paimon just told him whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, he just naturally learned to use the elements through it all. Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. И будет у нас целая история под названием «Меланхолия Марии Левадней». Да-да, это тоже звучит. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. Now then, let's test your skills, shall we? Конечно, давай. Понятно. Понимаю. Disappear.
Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Спасибо. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one will always encounter that which is still unknown. You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between visions and the elements? Это не имеет сейчас никакого смысла, этот диалог, потому что главный герой использовал только воздух. Этой игре реально не хватает возможности переключаться между элементами даже во время боя. Это будет, но будет, скорее всего, только в финальной битве с боссом. Ладно. До этого еще 5 лет, и игру до этого момента забросят, и мы так этого и не увидим, так что забейте, расслабьтесь. And what influences the gods' decision to grant humans these visions? Все очень просто. My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. Не, я знаю, я тебе могу рассказать, в чем прикол. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have regarding Inazuma. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. Давай. As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Нет, я не управляю другим... Ну, как сказать? Да, я могу сейчас геоэлементом управлять еще, но в бою-то я не могу этого сделать и показать ему, что я и воздухом, и геоэлементом могу пользоваться. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably, sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. Вряд ли ее забросят. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro-Archon now doubt these criteria, or even the act in and of itself? Но ты пользуешься не за главного героя. Но по сюжету-то за главного героя. Понимаешь, в чем прикол? По сюжету-то за главного героя. Not to mention, with no new electro-visions having been granted for such a long time, Нет. It would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings on the matter. She sounds less like an Archon and more like a tyrant. As far as I know, she is an Archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro-Archon before? With time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. Ah, the time for your match is approaching. Oh, right! We got so distracted talking about Inazuma. If you have no other matters to attend to, then we can return together. Very well. Just be sure to not be late for the match. Но не любой. Он на данный момент он может использовать только 2 элемента. Не любой, только 2 сейчас. Так, я там во время заставки видел какую-то фигню вдали. Ну да ладно. Ага. Это гора. А не, вот эта гора.
Сорян. Надо крабика собрать. Ну а теперь... А, блин, тут бежать придется, ладно. Бежим до клабика. Потанцуем крабика. О, ракушка. Кажется, не ракушка. Бля, серьезно? Why isn't he here yet? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen! We've reached the climax of the Crux Clash! We've seen many exciting battles today, and now, at long last, the two finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. He strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui Harbingers to turn Wow! I've been waiting for- I'm sure everyone but today's final round will As for our other combatant, he still hasn't arrived. Oh, come on, what could be taking him so long? Apologies! Everyone just sit tight! We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll- Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beto, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. А там пусто. It's gone all right. Huh? Did somebody steal it? Who would dare do such a thing? We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here- No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be certain to get it back. Well, if you insist, I'll stay here and try to offer some explanation. If you would, please come with me. But we're on an island. Where could he- Come with me. I can sense the winds are coming. Ветра меняются. The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. Ну, погнали. By the way, what made you suddenly think of checking the price in the first place? Ах ты хитрая жопа. The moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see shortly. Хитрая жопа. Все, прощай. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Да, конечно, говно вопрос.
hoarders! They're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Twin blade! You're open! Freeze! I got careless. Picked the wrong test subject. Ай, ты еще тут. Мелкая жопа, а? О, здорово! Как дела, молодой? Ты что, не используешь вообще, да? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Drat! If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's gaze. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into, and on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist. Namely, You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine. I admit it. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of lousy fighters. Aha! So you were supposed... I'd intended to win the contest through skill alone all along, but then you showed up. After watching the semifinals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily after coming all this way. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow, you, after all I went through to get it, I think not. I know an empty threat when I hear one. Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless... You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Huh? You're not serious, are you? Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the captain of the Crux fleet. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. Whoa, we don't need to go that... I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. I'll risk a fight. Ну, давай на арене тогда хотя бы. Чё, где твоя эта скорость? Ну, прикольно. Ага, нормально. Здорово. А, нормально.
Блин, не хотел я использовать элементальные навыки. No! Do what you want, but please! He has persevered to the bitter end. And now death. Put down the vision and leave. I've changed my mind. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable. No need for that. Thank you for releasing me. You truly are generous. Huh? Paimon doesn't get it. Were you just trying to scare him? I take no pleasure in frightening others. I was just testing all. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. I thought it, but unfortunately, nothing happened. Yes, I wanted to know what, from the moment he stole the vision, I decided to use him for this experiment. I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawakening. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is impossible. Come, why don't you give it a try? Let's see if you can give me the answer I'm hoping for. The vision didn't seem to respond at all. I see. So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. I suppose this vision is still mine to take for now. Yeah, what's the story behind... The story begins with an old friend. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Kazuha. It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Do not let my feelings trouble you. But thank you. Another target tracked down by... О, ракушка.
Не, ну, ребят, тут как бы такое дело. Disappear. A touch of frost. Че, он догорит там, нет? Да сдохни уже. Submit for judgment. Вот тебе чуня, используй, кстати. It was worth the trouble. Угу. О, ракушка. Так, нам вообще сюда, да. Хоба. А по голове. Зараза. А если вот так? Так. Опять бежать сюда. Кстати, эти 4 робота, после того, как я их завалил, они так и не появляются. Надо будет метку убрать, наверное. А может, не надо было всех 4 убивать. Оформить 3 робота, потом еще 3, потом еще раз 3. Все разбежались, наверное, да, уже? Ну-да. Did Beta leave already? If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beto was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she... It's not unusual for those two. But still, Captain Beto was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea, in which case the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that... if that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified. And our hero... Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Yes, I believe so. Though Captain Beto is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across... Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning.
the part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Тут на самом деле интересно, вот эти вот вещи по типу там медаль, еще что-то, вот где сейчас, вот. По факту, нахрена они? Не-не, просто к тому, что... Нахрена мне вот эта вот кровь глубин тоже? Просто типа, о, я там точно, да, выпал из дракона. Ну, типа, Было бы прикольно, если бы они давали хотя бы пару процентов к характеристикам. Но я понимаю памятные вещи, но... Было бы прикольно, если бы от них был еще какой-то смысл дополнительный от каждой. То есть вот эти вещи, они имеют больше смысла. Конечно. Давай в Гвинт поиграем, реально. Брошь азартного игрока. Ага. Сыграй на лире, а я... Yes. I've heard that you've already Я не made умею на ней arrangements with the играть. captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Of course. There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for... So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosk. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. So there's another Catherine in Inazuma? See? There's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship... Okay, thanks for coming. Just following orders. Короче, Катерина... Катерина на самом деле тоже какая-то богиня. И я вам отвечаю. Я вам отвечаю. Так. Так, давайте не забудем самое главное. Да не это вот. Нет.
Перчик не продашь? Нет, не продаст. Ну все, тогда дизлайк, отписка. Так, в наличии 9, в наличии 0, в наличии 0, в наличии 9, да? Блин, мне перчика тут нужен на самом деле. А вот этого можно приготовить. Поесть. Так, отлично. С этим разобрались. Так, где ты тут говоришь, этот телепорт есть? Телепорт только вот тут. У тебя столько искушений адепта, да, да. Я такой. Могу искусить кого хочешь, даже адепта. Аня, подожди. Точняк. Надо немножко стамину-то восстановить. Полетели. Кстати, блин, я забыл, где можно посмотреть. Смотри, есть какие-то дополнительные бафы от того, что ты в одной команде держишь двух персонажей с одной этой стихией. Забыл, где это можно посмотреть, какие бафы даются. Тут может быть. Нет. Чё, кстати, костюмов нет, они дают. Это надо будет скоро сделать. Странно, мне казалось, что мне дали эти крылья. Отряды. Окей. Ай, блин, в друзья зашел. Вот, элементарный резонанс. Так, 4 неодинаковых. Элементарное сопротивление, ага. Пылающий огонь, уменьшает длительность криоэффекта на 40%, увеличивает силу атаки, ага. Понятно. Проворный ветер. Вот эта тема, кстати.
Вот это вот тема. И... Два огненных, два ледяных. Прикольно. Или два огненных, две воды, по-моему. You finally made it. Ой, блин, два ледяных и две воды. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! Но корабли так не плавают, он целиком над водой парит. Хотя покажите, как корабль по... Ну, блин, все равно он должен вот такого уровня хотя бы. Ага. Oh, hi there. Ну, здорово. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty Shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. Ура, наконец-то и Мадзума, да. И If you run Надзума, into any точнее, да. problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye! Что будет, если я сейчас не активирую First things телепорт first, we need to go get you registered at the border checkpoint. и телепортнусь обратно? Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down
Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Проклятие, он уже активирован. Ай, блядь. Твою мать. Да ёлки-палки. Что делать-то? Нормально. Знаете что? Я, наверное, на этом и закончу. О, рыбка. Так, ну что, будем крутить? Так, давайте я сейчас быстренько зайду к этой нашей стримерше знакомой с Калининграда. А она уже не стримит. Ну, ладненько. Ну и ладно. Ну и подумаешь. Ну и не надо было. Чё, будем крутить? Давайте крутанем, наверное, десяточку. Чё у нас тут? Исповедь чужеземца. Понятно. Так, погнали тогда. Ну чё, еще выбьем одного тарталью, как думаете? Было бы неплохо. Ну, понеслась. Давай золотого, золотого, золотого. Ай, черт. Я не хочу ее использовать. И мне больше никто не выпадет. Похрен, давайте еще. Еще одного чуню, давай. Еще одного чуню. Магазин. Ну и все. Звездной пыли до хрена. Купить я ничего не могу, то, что мне надо. И купался, да. Там трын-трынь. Трын-трын-трынь. Трын-трын-трынь. Королевский лук. Что он делает? Вот это, кстати, тема. У них у всех такой эффект, да. Можно и домой, да-да. Ну чё, покупаем костюм? I wonder when I'll be as tall as... Полнейшая фигня. Ай. Ну ладно, мы подождем еще, пока это выпадет.
А, ладно, погнали. Я хочу все потратить. У тебя есть летний образ, да нафиг он нужен? Меч Фавония, кстати. Да не крути, да буду. Интересно же, что за меч Фавония. Так. Базовая атака, основная, да, дружественная без критической атаки имеет шанс создать элементальные частицы, которые становятся 6 единиц энергии. Возникает раз в 12 секунд. Понятно. Полная фигня. На кей стоит, ну, ладно. Так, ну чё? Раз такое дело, погнали, наверное, в каточку в Ретрополис. Retropolis, the ancient metropolis, granted us safety and prosperity. However, our greed bred more greed, and in the end, a terrible experiment caused apocalypse. Ratkind, once so great, were scattered into the wilderness. We're the only ones who made new settlements. From now on, we must protect the settlement. Такая продуктивность. Да-да, есть такое дело. Так, нам надо в первую очередь общую громкость сделать побольше. Так, давайте легкую катку сделаем. Я, наверное, за воина сейчас. Пойдем за воина и на пляж. Это будет вообще изи. Это будет вообще очень легкая катка. Можно выбрать самый максимальный уровень сложности, который я пока могу выбрать. Нормально. Да мы даже без способности лидера должны раскатать. Но со способностью лидера... Да, забейте, короче. Давай, Маш, давай. Доброй ночи. Ну, точнее, хорошей учебы. Я думаю, там еще это... Спишемся. Так, можно уже сразу бросить поселение. Я неправильно начал. Вот вам и быстрая катка. Так, давайте заново. Мне реально соседи хотят, наверное, это вниз расшириться ко мне. Во, вот это я понимаю. Блин, что-то не очень. Начало. Ну ладно. Спешить вообще некуда. На самом деле. От слова вообще некуда спешить. Вот, и охоту сейчас себе поставим.
Да сразу сюда поставим третьего. И про эту сторону можно уже забыть. Что у нас тут есть? Разыскивается. Так, это все фигня. Ну вот, удешевление войск. Погнали. Сейчас бы как можно быстрее найти лучника. Лучника нету. Гладиатор дешево продается, но мне не нужен сейчас гладиатор. Первую помощь взять. В принципе, можно первую помощь взять. Еще одного этого не надо. Что-то давайте еще погромче сделаем, что ли. Премия за каждый день. 3 карты домов. Эти справятся. Эти вообще на изичах справятся. Можно брать одну карту. Давайте посмотрим. В принципе, можно отказаться полностью от этих стражей. Они нам не нужны. Они нам совсем не нужны. Не успеет, да, охота? Да, не успеет. 10 золота зазря. Ну ладно. Не так уж и критично. Экономическая или все-таки вот эту карту? Срок один надо сделать бесплатным. Может зарешать очень сильно. Но не сегодня, как говорится. Серьезно, умер кто-то? Блин, торговец нужен.
Так, вот это неплохо. Мне все надо. И мне, в принципе, хватит на все. Неплохо. Блин, это хреново. Как не вовремя. Блин, и босс идет сюда. Ладно. Точно, давайте мы вот что сделаем. Давайте вот так, наверное. И вот так вот. Да, конечно, бот, разумеется, ага. Так. Ну вот, эти уже справятся. Эти уже должны справиться. Лучников мало, я до сих пор лучников себе не завел. Это немножко печалит на самом деле. Это дорого. Это не имеет особого смысла, но придется взять. Надо расшириться сюда. Блин, профукал мобилку. Ладно. Сейчас будут эти. Сейчас будут новые войны, я на них тогда использую. Это не надо, это не надо. Это все не надо. Тоже ненужная фигня. Так, чтобы мне... Домик. Нет, будем копить деньги. Блять. Ай, почему я об этом не подумал?
Ну почему? Ладно. Первую помощь удешевляем. Во, наконец-то стрелок. Стрелок мне нужен. Еще одна булава особо не нужна, кстати. Вот стрелок мне реально нужен. Наконец-то стрелки пошли. То на этих войнах я бы далеко не ушел. Сейчас бы стрелков дофига было бы. Вообще была бы красота. Пиздец. Особый уход в течение игры добавляет много здоровья для союзников в игрной группе каждый раз, когда любой член игрной группы получает исцеление. Вот эта тема. Но... Да. Что-то все вообще не очень. Ладно. Плюс 25 атаки для всех военных карт. Минус 1 к атаке для всем военным картам. Блин, вообще бред какой-то. Ладно, вот так вот. Получить карту. Обувной рынок, разыскивание. Ага. Давай вот так вот. Здесь только 8, здесь только 7. Ребят, напругу держать надо. Где подкрепление? Бля, лучникам вообще плохо. Вот это прикольная штука. О, наконец-то.
Наконец-то через опасность будем играть. Опасность — это на самом деле имба. Казалось бы, эта карта направляет на нас сильных этих существ, типа босса. А по факту это тупо кач на халяву. Тупо кач, тупо бабки на халяву. За улучшение одной карты. Идеально. Надо, чтобы они прокачались побыстрее. Блин, военный бюджет проебал. Ошибка. Так, медик там уже есть, это хорошо. Так, ты стрелять же не будешь? Блин, реально стрельнул. Жесть. Наконец-то. Давно было пора. Так, медик есть, это есть. Это есть. Давайте посвящение сделаем подешевле.
Блин, почему в этот раз он стреляет? Раньше же он не стрелял из пушки. Бля, так опять бесполезное улучшение. Что-то не заходит в этот раз. Я понимаю, что я, скорее всего, все равно выиграю. Но что-то не заходит в этот раз. Ладно, все равно будем дальше улучшать карты, почему бы и нет. Да это пиздец. Что они творят с лучниками, блин? О, хотеть. Если набрать массу лучников, то они так быстро, конечно, умирать не будут. Нет. Не могу позволить. Да завалите их уже быстрее. Брони всем союзникам. Давайте брони. Укрепление тоже неплохая карта. На этом хорошие карты закончились. О. Ладно.
Еще одна карта медик. Нет, давайте еще удешевление. Карта трущобы. Нет. Вообще, на самом деле, никогда не брал карту трущобы. Так. Да погнали, вот эти за 0 сделаем. Твою мать.
Улучшить карту. Денежки пошли потихоньку. Но все равно пока маловато будет. О, это, кстати, в тему. Очень удачно. Кто бы что ни говорил, но это очень удачно выпало. Спасение, опасность. В принципе, да, можно. Библиотека, казармы. Библиотека. О, ну здорово, медуза. Ага, ребята, вы атаковать ее не собираетесь, нет? Ты же, блин, а? Ох, я не хочу это пропустить. Ох, сейчас будет. Бэм.
27. Красота. Просто красота. Так, мы подождем, наверное, этой атаки. Ферма, марш, провокация. Можно было бы, кстати, взять. Ну, давайте возьмем вот это вот. Так, и что у нас там? Ага. Все круто. Рынок, бюджет, еще один медик, призыв к оружию. Вот это может зарешать карта на самом деле. Я только одну могу купить точно. Можно сделать какую-то карту еще дешевле. Если в этом смысл. Ну, укрепление можно сделать дешевле. Почему бы и нет? Укрепление буду использовать еще очень долго. Некуда ставить. Твою ж мать. Так, 17 и 24, да? Военный бюджет. Зашибись.
Сколько у меня там чувачков? Ага. Походу ему смерть. Давай. Все равно место девать некуда.
Блин, походу я заигрался. Походу я реально заигрался. И что мне делать, блин? Ну, в принципе, я разобрался, что делать. Так, можно убрать одну ненужную карту. Вопрос какую? Да вот эту, конечно же. Пара-пара-пам. Бежать со всех ног. Ну, в принципе, прошли. Да, воин это имба. Он второй армии подходит. Музыка еще и заглючила. Случайной военной карте в руке постоянный плюс 4 к атаке, плюс 4 макс здоровья к хотебах красожителей. Понял. Покровительство. Понял.
Мир. Понятно. Ну, такое себе на самом деле. Ладно, чё, друзья. Спасибо всем, кто смотрел. Так, секунду, где? Вот. Спасибо всем, кто смотрел. Был классный стрим. Все понравилось. Увидимся с вами на следующем стриме. Постараюсь появляться чаще, чем раз в месяц. Но сейчас времена такие. Я надеюсь, поймете. В любом случае, не забывайте. Приятно было всех видеть, кто сегодня заходил. Давайте, друзья. Доброй ночи. До следующего раза.